Всем привет! Сегодня охочусь на водохранилище, так же как в последней охоте, только в другом месте, другой залив. Сюда приехал поискать сазана или карася, но на первого мало вероятности, так как уже не первый год тут его нету, или мне не попадается, не знаю, может и кто-то берет. Охоту начал за ситки. Вот в первом месте показался выход. Вышла стая карасей. Поздно их заметил. Пока ружье нацеливал, рыба разбежалась. Карась показался довольно крупный. Решаю на этом месте зависнуть и подождать еще чуть-чуть. Сегодняшняя охота будет отличаться от предыдущей. В предыдущей охоте большое расстояние прошел на ластах. Сегодня щука меня не интересует. Но если попадется, буду брать, а так в основном буду стоять в засидках и ждать выход рыбы. Еще решаю чуть-чуть подождать. Есть у меня надежда, что рыба вернется сюда. Прозрак понять не могу, или после ветра так, или это рыба ходит, мутит. Прохожу чуть-чуть вперед, метра два, и вновь встаю в засидку. Думаю, должен ведь карась вернуться. Тем более здесь был не один, а стаей. И вот одиночка выходит, хорошенький. Вновь не успеваю сделать выстрел. Поздно его замечаю. Продолжаю дальше ждать. Смотрю вперед. Но все равно мне кажется, что эта рыба мутит. Явно здесь проходила не одна стая. Думаю, чуть-чуть вперед начать продвигаться. Вижу впереди кусочек травы. Думаю, к нему подойду и возле него встану. Вот я к нему подхожу и встаю в засидку. Карась очень шустрый. Пару секунд дает на выстрел. И вот справа выходит хороший карась. Поворачиваю ружье и делаю точно выстрел. В сегодняшней охоте есть первая рыбка. Размер карася меня впечатляет. Сейчас его к себе подтяну и чуть-чуть поснимаю для вас. За последние года карась хорошо подрос. В прошлом году удалось взять карася весом 2 килограмма 300 грамм. По этому карасю что скажете? У кого какие предположения? Пишите комментарии. Ну и вообще, какого самого крупного удавалось вам взять? Ну все, рыбу подвешал на кукан. Продолжаю дальше охоту. Иду дальше. Ищу место перспективное для засидки. Тут прозрачность воды получше. Так что все-таки на том месте это намутил карась. Продвигаюсь дальше. Думаю, сейчас эту траву обойду. Найду место подходящее и встану вновь в засидку. А тем временем смотрю, щука стоит. Размер я не понимаю. Думаю, сделаю выстрел. Вроде бы неплохая. Идет борьба. Подтягиваю лин. Хочу посмотреть ее размер. Катушку не начала разматывать. Значит, небольшая. Но все равно тянуть на себя сильно лин нельзя, так как мясо у рыбы нежное. И вот аккуратно к себе подтягиваю ее. Да, рыба небольшая, до 2 килограмм. Заряжаю ружье и продолжаю дальше охоту. Останавливаюсь возле перспективного места, встаю за ситку. Выходит маленькая рыбка на меня. Решаю подождать. Рыба почему-то близко не подходит. Обычно маленькая рыбка подходит ближе, а тут держится на расстоянии. Скорее всего, тут часто наведывается хищник и шугает ее. Решаю еще чуть-чуть подождать.
Надеюсь увидеть что-то интересное. Но, к сожалению, в этом месте на меня никто не вышел. Продвигаюсь дальше в поиске нового места. Вдалеке вижу силуэт. Также стоит, как и первая рыба, тоже оказалась щука. Мог сделать выстрел, но, пожалуй, пропущу ее. Предположение мое подтверждается. Есть тут хищник. Зашугал тут он маленькую рыбку. Прошел еще чуть-чуть. Встаю я за ситку. Начинаю ждать. Смотрю, выходит плотвичка. Так уверенно, прям вплотную. Уже что-то интересное. В предыдущей засидке рыба близко не подходила. И карась не выходил. Возможно, здесь и карасик выйдет. Решаю еще чуть-чуть подождать, чтобы уже наверняка убедиться. А плотвичка ходит возле меня, кружит. Мне главное не расслабляться. В таких моментах, пока смотришь за рыбкой, наблюдаешь, а сбоку где-нибудь сазан или хороший карась выйдет, и не успеешь среагировать. Думаю, чуть-чуть вперед пройду и снова встану. До конца травы не стал выходить. Вот здесь вот за травкой спрячусь. Возможно, рыба меня видит и близко не подходит. Решаю замаскироваться здесь. Выходит хороший карась. Выцеливаю. Мимо. Не зря замаскировался. Все-таки сработало. Сейчас заряжу ружье и продолжу охоту. А пока к вам обращусь, дорогие зрители. Поддержите канал своими лайками и комментариями. Продвигаюсь вперед. Вижу впереди снова мутняк. Останавливаюсь и решаю подождать. Прозрачность в этом месте не такая хорошая. Очень внимательно всматриваюсь, чтобы ничего не пропустить. Вдалеке вижу, что-то мелькает. Выходит маленькая рыбка. Это очень радует. Может, все-таки мне повезет и дождусь своего трофея. Рыба тут тоже осторожная, близко не подходит. Думаю, еще чуть-чуть подожду. Если ничего интересного не выйдет, продвинусь немного вперед, чтобы поближе оказаться к коридору, где проходит рыба. Смещаюсь чуть-чуть вперед. Рыба, конечно, испугалась. Думаю, ничего страшного. Сейчас тут на месте зависну. Если есть поблизости рыба, то обязательно выйдет. Вдалеке, мне кажется, силуэты. Скорее всего, это маленькие рыбки переместились чуть дальше. Пока на них всматривался, чуть не упустил карася, справа вышел. Ну хорошо, что успел среагировать и взял в этой охоте третью рыбку. Размер я его не понял. Сейчас к себе подтяну и посмотрим вместе с вами. На мой взгляд, этот карасик поменьше, чем предыдущий. Сейчас в конце посмотрим, что у нас на кукане. А пока, кто не поставил еще лайк, перейдите обязательно и поставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Вот такой у нас сегодня уловчик. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.